Всем привет, это Мемолендер, город Лайпеда. Скоро Новый год, Рождество, и меня жена послала купить елочку. С ней сюда приехали. В прошлом году я здесь около Нового базара. Значит, по-моему, назывался Дельфино Тургус, сейчас, по-моему, называется Ноис Тургус. В этом месте раньше был базар специальный для елок. Здесь была куча продавцов, разные продавцы. Вот, а сейчас сегодня паркинг. Интересно, куда делся базар? Ну, еще поищем. Вроде бы он где-то здесь есть. Снимаю я без микрофона. Так спонтанно, по-быстрому. О, все, вижу, елочки. Идемте, наверное, по низу. Это большой базар. Здесь продают и фрукты, и цветы. Еще что-то продают. Помню, недавно его переделали немножко. Так. Здесь какие-то хулиганы все изрисовали. Интересно. Во Франции так вот все зарисовывают. Во Франции, если погуляете, вот все эти микроавтобусы вот так все исписаны. У нас такой традиции нету. Но, не знаю, может, не из Франции приехали. Так, ну вот, смотрите. Елочки есть, только немножко, сам базар немножко переехал. Посмотрим, какие цены, что можно купить. Вот. Так, быстренько немножко отбежим его. Так. Ну вот, в принципе, по размеру, мне кажется, похожий. Можно купить в горшке. Это, наверное, кенис. Вот. Что это такое? Апельсины или хурма? Мандарины. Пакет мандариной? Килограмма все? 350 килограмм. Так, ну что. Сейчас мы с женой елочку выберем. Я потом покажу, что я выбрал. Пока вот так немножко поснимаю. Коротенько. Так, жена вроде выбрала елочку. Эту, что ли? Типа кенис? Такая небольшая, да? В прошлом году была такая, да? Широкая, мало веток. Будут видны игрушки все. Ага, такая елочка, да? Все, что ли? А ты не хочешь такую литовскую? Нет? Сколько стоит, смотри, спрашивала она? Мы сегодня погуляем? Не, поспрашиваем, какие елочки, я заодно поснимаю. Gali papasakoti apie egles? Kokius turite, kokias kainos? Кирюкой. Aš biškai filmuoju. А по-русски не говорите? Не говорите по-русски? Ну, немножко. Я по-русски просто снимаю, если можете по-русски. Рассказать про елочки, какие есть, какие цены, а потом мы что-нибудь выберем. Ну, есть разные. Цены от 15 евро начинаются. Вот эта елочка, это что, это кенис? Это кенис в здании. Ага. А в Литве выращивают кенис или нет? Ну, выращивают. А вот эти елки, это типа традиционных? Да. Раньше такие немножко были, ну так, немножко поменьше веток. Здесь, смотрю, очень много веток. Как это делается? Ну, она надо, как бы, не знаю, подрезать. Обрезают, да? И она становится такая, Постригать. более густая становится, да? То есть это обычная литовская елка, да? Да, да. Только ее постригают. Да. Ладно, а вот это вот, ближе подойди немножко. Это типа серебряная, да, или как называется? Это? Да. Это кенис тоже. А, тоже кенис. Хорошо, а вот эта вот литовская сколько стоит? Я не знаю, это не мое. А, не ваша, а что ваша? Ага, ну давайте здесь погуляем немножко. Тогда. Какие цены? Вот, видите, обычная елка. Немножко постригают и становится такая. Вот, видите, здесь вот пострижена. И ветки становятся так в бок идти. Вот. Что это еще есть? Вот такие елочки. Видите, постригают, смотрите. Чик и все. Раньше, мне кажется, так не делали. В последнее время стали так делать. А это что за елка? Тоже елка, серебряная елка. Серебряная. Хорошо, и сколько такая стоит? 45. 45, и высота ее чуть больше метра, да? Да, это с корнями. Можно посадить потом. А выживают они как? Да, конечно. Или 50-50? Нет, Или- 70-30. 70-30? Не так, что или да, или нет? Не. Надо постоянно вода дать. Хорошо, а вот эти елочки литовские, они где выращиваются, в Литве? Ну, конечно. Не знаю, может. Тоже где-нибудь, да, не. Не. Здесь мне нравится, что здесь много елок, можно выбрать у разных продавцов. Вот, поэтому сюда приехал. Ваши ослики? Вот эти олени. Бреджи. Бреджи. Бреди. Рудольфы. Рудольфы.
А вы говорите по-русски, не говорите? Чуть-чуть. Чуть-чуть. А смотрите, вот эти олени, сколько они так долго могут стоять? Ну, чтобы они вот не До высохли? весны. Будут стоять они? Потом эти иголки не побелеют? Нет? Они только цвет поменяют и все, если воды не получают. Ага. И кто их делает? Вы их делаете или бритве их делают, да? Может, тоже здание придут? Нет? Не, сама делаю. Сами делаете. Ясно. А что люди покупают? Вот елки литовские, Всё, кенисы. Литовские нравятся? Очень смотрю красиво, что их сейчас начали постригать. Они такие становятся, Да. такие пушистые становятся. Раньше такие были, Лесные. да, такие лесные. Ну, ясно. А ваши елки, они откуда? Ну, в смысле, какой укес там, как называется? Наш вторник сами выращиваем. А, как называется ваш Пайру соды. пайрусадый? Ну, ясно. Люди уже начали покупать елочки? Раньше, помню, стояла около каждого магазина. Сейчас что-то я вот пока что не вижу. Пока что мало. Давайте посмотрим. Вот жена уже выбрала елочку. Сейчас запакует ее. Не знаю, может, сами привезем. Сами, может, привезем. Ну, вот так вот, короче, такая ситуация с елочками. Смотрите, кому интересно. Вот, иглучу укиса, это реклама в Гарждае продается. А так приезжайте на весь Тургус. Еще я съезжу в Синукой. Там тоже елочки продаются. Я уже съездил на самом деле. Вставлю потом. Какие там цены. Я уже немножко подзабыл. Можно, видите, купить просто веточки, сосновые веточки. Что-то еще есть. Ну, вот так вот. Пока что покупает, смотрю, неактивно. Вот мы здесь покупаем, я не знаю, еще пару человек видел, и все. Смотрите, какая пушистая елка. Прикольная, красивая. Проблема с этими литовскими елками, что они сыпятся очень быстро. Эти кенисы, они стоят долго. Они так прямо и высыхают прямо с иголками. А эти вот постоят немножко и все. Там, конечно, можно их там поить, поливать. Ну, не знаю. Вот. А сколько стоят веточки? По евро, по 2. Евро 2 евро, да? Ага. Ну вот, ветки есть, евро 2. Вот такие всякие делают. Они потом белеют. Сначала такие были, а потом становятся такие белые. И уже грустненько становятся. Дети в школе делали такие вот венки. Вот так вот. Все эти елки, их выращивают специально для этого. То есть лесу их никто не рубит уже. Специально есть такие фермы, где их выращивают в горшках там или в чем там, в лесу их выращивают. То, что говорят 70/30, я не знаю. Я сколько так делал, ни одна елка не выжила, поэтому перестал я покупать с этими корнями. Сейчас покупаю уже срубленную елку. Нет смысла. Также одно время была мода покупать искусственные елки, но мне кажется, эта мода уже проходит и возвращается мода на живые елки. Видите, в городе уже поставили живую елку, и люди тоже стали ставить живые елки. Конечно, с ними немножко больше нужно заморачиваться, убирать их там, покупать их надо и так далее. Ну, смотрите, какая красивая елочка. Красивая. Красивая, идеальная елочка. Вон, всю ее постригли. Идеальная, классная елка. Вот так вот. Ладно, что-то еще посмотрим. Это вот Рутальфейси, лоси, олени. Вот. Это кто такие, не знаю, снеговики такие-то. Елочные. Там тоже люди, смотрите, продают елки. Видите, какая огромная елка. Вообще огромная. Не знаю, где такую елку поставить можно. В каком-то актовом зале, в школе какой-то. Дома, мне кажется, не знаю. Мало кто сможет похвастаться. Сколько здесь метров? 1, 2, 3, не знаю, 4-5 метров елочка. Здравствуйте. А я вас вчера смотрел. Да? Подписались, лайк поставили? Хорошо, не забудьте. Ну вот, видите? Так, ладно. Вчера смотрели, что я вчера выкладывал. Укмерги выкладывал вчера. Так. Потом немножко еще прогуляюсь по базарчику. Посмотрим, сколько капуста стоит, сколько еще другие вещи стоят. Так, елочку купили. Потом я заберу ее. А немножко прогуляемся по базару. Посмотрим, что торгует, какие цены. Вот там маловато снял я. Так, чесночок сколько стоит? 2,50. Это грибочки.
Чеснок is per euro? Ja? Poštovani, ще по 50. Aha, aišku. Так, знаете, пожилок могу на фотоблог, знаете. Gerai. По 50. Так, у нас Цыплюки, пенкиш. привозят, знаете. Ну вот, по евро 50 центов цены. Так, посмотрим сам базар немножко. Здесь, видите, продают так вот. Раньше так было все открыто. Сейчас сделали такие типа магазинов, видите. Им уже не холодно, они уже в куртках не стоят с шарфами. Хотя, смотрю, стоят в куртках. Но раньше все стояли на морозе. Сейчас более-менее сделали детскую площадку, чтобы детям не было слишком скучно, пока там бабушки, родители закупаются. Это что такое? Это аптека, наверное. Типа русская аптека. Так. Там лекарства, называется русская аптека, но там лекарства разные у них есть. И русские, и украинские, и белорусские, и еще откуда-то привезены. Вот. Не знаю, там серьезные лекарства продают или нет. Или не только всякие такие витаминчики, добавки и краски продают. Вроде говорят, что продают. Но не знаю. Я туда особо не хожу. Но знаю, люди покупают. И очень довольны. Некоторые немножко бесятся. Как так? Так, жаба их душит, наверное. Вот, но работает активно. Здесь есть, по-моему, еще в самом основном здании тоже есть аптека такая. Смотрим тоже ее. Чтобы ролик был немножко подлиннее, я прогуляюсь немножко по базару. Покажу вам его. Это что такое? Лабубу. Так, здесь что, цветы, какие-то украшения. Чем торгуют, непонятно. Какой-то фигню непонятной. Торгуют они. Так, агро-индиан. О, смотрите, индийские продукты есть. Написано англо-индийские продукты. Вот. Аутентичный индийский вкус. Теперь в Клайпеде. Интересно. Ну вот, смотрите. Прикольно. Здесь, вот, смотрите. Это называется хлебный фрукт. Вот. Прикольный. Это огромный. На самом деле, самый большой, который я видел в жизни. Обычно они такие величиной, ну, примерно как с мячик. А это такой вообще серьезный. Правда, не знаю, как его скушать такое возможно. Там слишком много. Он, в принципе, там все съедобно. Там внутри такие есть, такие типа орешков есть. Вот, но вкус такой немножко сладковатый. Ну, не знаю, кто такой съест. Обычно их-то делят их там. Разрезают их, потому что он большой. Знаете, как тыкву. Режешь, например, у меня вот тыква выросла 40 килограмм. 42 килограмма, по-моему, или 43. Вот. Ну, не как такой съешь, приходится ее разделять. Так, русские книжки всякие есть. И так мне кажется, что книжки, не знаю, новые или не новые, я не понимаю. Ну, может, новые. Ну вот, такая же проблема с этими хлебными деревьями. Тоже большой вырастает. Ну, правда, кто знает, есть там какие-то рецепты разные и так далее. Так, столовая. Раньше, по-моему, был рыбный отдел, мне кажется. Потом еще сделали такой тип магазин типа с Синукой. Ну вот, смотрите, столовая. Ладно. Не будем людей смущать. Дальше прогуляемся. Так. Во, это магазин типа Синукой. Такой непонятный магазин. Здесь такую фигню продают. Давайте тоже на него посмотрим. Тоже на него посмотрим. Написано «Намо апилокос дектей». Юсана Мамус. То есть разные вещи для дома. Евро. Ну, типа еврошоп. Так. Смотрим. Украшения. Всякие. Мешочки. Мне нужно, знаете что? Мне нужна такая лента для подарков. Если увижу ее, то я куплю. А если не увижу, то просто поснимаю и все. Видите, такие большие банки продают. Что это такое? Washing gel. Это для стирки или для мыться типа? Не понимаю. Black Protect. Наверное, для стирки. Да. Для цветной одежды.
Ладно, вот смотрите, такие свечи. Когда в Польше был, я ролик не вкладывал, у меня есть ролик такой есть. Там вот у нас свечки такие вот ставят. Ну вот, такие, может быть, такую ставят. А в Польше такие вообще свечки никто не ставит, такие маленькие. У них все свечи вот такие вот типа этих. И вот стоит такая могила, и на ней 20 штук вот таких вот ваз. Может, у нас тоже такая мода приходит, но пока что я особо не видел. Обычно поэтому, может, одна такая ваза стоит и все. Ну, чтобы 20 стояло, нет такого. В Польше вот очень популярная тема. Меня удивило, что вот таких свечек, в принципе, в Польше я не видел. Обошел кладбище, специально посмотрел, как выглядит. Все такие вот лампы. Так. Не всякие тазы пластмассовые. Именно такие большие лампы. Не такие, типа вот, типа таких вот. А вот эти огромные лампы. Так. Всякие такие вот. Так, сервителис на литовском называется, на русском забыл. Так, ну вот такие недорогие товары разные продаются. Ну, что-то здесь можно купить. В принципе, неплохо. Что-то здесь купить можно. Инструмент тоже, видите, есть. Ладно, хорошо. В принципе, вы поняли, что здесь продается, а я уже пойду. Так, идемте дальше. Смотрим без базара. Сделаем ролик хотя бы на полчасика. На час даже может получится. Обычно думаешь делать на 20 минут, потом на полчасика, а потом на час, а потом даже час не укладываешься. Так, здесь рыба. Пахнет рыбой. Так, ну вот, смотрите, какая рыбка. Цены вы сами видите. Я в рыбе не разбираюсь, поэтому сами смотрите, какие цены. Вот. Это копченая рыба. Раньше этот рыбный базар, он был отдельно. Сейчас, по-моему, вижу, они его сделали небольшим. Раньше был гигантский он. Ну, огромное все помещение. Сейчас его совместили. Вот, мясо тоже продается здесь, видите. А вот. Немножко смотрю, занюшка улучшили, видели. Сделали какой-то потолок, обили. Эти одинаковые сделали холодильники. Раньше были лишь бы какие холодильники. У каждого свои. Вот, освещение сделали. Ну, сделали культурный базар. И люди, видите, есть. Вот, белкена. Это вот язычок. Так. Капуста маринованная. Вот. Свинина. Близко. Хвостика. Сардельки всякие есть. Ну вот. Так вот быстро обежал его. Идемте, выйдем, посмотрим. Так, выйти. А, вот. Автоматика. Раньше тут продавались кассеты, помню. Стоял такой парень. Здесь был киоск. Я сейчас тоже все время есть, но он... Одно время здесь, по-моему, был ломбард, а потом была гравировка. А сейчас он закрытый. Еще здесь был, знаете, что здесь меняли валюту. Сначала, мне кажется, валюту меняли. Потом был ломбард, а потом гравировка, а теперь... А, вот написано, вот, граверис телефон. Ну, не знаю, может, он переехал. Поставил телефон, кому надо. Здесь был магазин «Все по евро». Сейчас, по-моему, его нету, но на самом деле его нету, но товары, в принципе, ну, похожи. Чем-то похож магазин слегка на тот, где мы видели. Мне тоже всякую ерунду продают. Вот магазин типа по евро или нет. Ладно. Идемте дальше. Сделали такую вот башню. Такой Биг Бен Клайпедский. Вот, раньше не было ее. Сделали, ну, уже, наверное, прошло, или 10 прошло уже. Время 3 часа дня. Сегодня, кстати, четверг. Вот, смотрите, что еще интересно. Этот известный мужичок с этими собачками, это реальный человек. Он, ну, его можно встретить, по Ланге можно встретить его. Ну, вот, и сделали эту картину такую. Мне кажется, здесь он и выступал.
в этом месте. Может, сейчас выступает. Ну вот, здесь какой-то номер у него. Флаг Литвы и флаг Малой Литвы. А, вот, смотрите, номер. Номер это телефон. Можете позвонить ему. Плюс 370. Так, это вот аптека. Там раньше продавали курочку. Вот они уехали. Здесь вижу, что-то немножко огородили зачем-то. Давайте посмотрим. А потом сходим в этот базарчик, тоже поснимаем. Этот была будка белая. Это было банк Снорос. А сейчас тут хрен пойму, что это такое. Ну, выглядит так себе. Еще осталась какая-то старая наклейка. Вот. По-моему, здесь продают одежду. Представляете, был банк. Потом продали, ну, как продали, отдали его почте. А сейчас, видите, одежду кирпичами придавили. Но выглядит немножко так, по-колхозному. Ну, магазин. Да. Остановка, помню, когда ее сделали, была такая модная, красивая, такая необычная. Вот, а сейчас смотрите, как выглядит. Ужас. Это немножко, конечно, позор. Я считаю. Смотрите, вся она позеленела, поржавела, капает. И даже страшно находиться в ней. Тут раньше продавали кебабы. Вот, сейчас помещение заброшено. Вот. Ну так, выглядит так себе. Вот, реклама. Присмотр кладбища и сдают комнату девочкам. Написано, мужчинам не сдается. Девочкам, наверное, типа студенткам каким-то. N18. Так себе выглядит странно. N18. Так, вот видите, часики. Послушайте. Интересно. Я не слышал. Вот, это один из последних киосков газетных, которые остались в Клайпеде. Я не знаю. А вот, видите, один, а там второй. Не знаю, может быть, это последнее. Тоже покажу, что здесь продаются в этих киосках. Очень много, смотрю, на русском языке. А есть сканворды, ну, такие обычные газеты. Сканворды, загадки, тайны настоящие. Короче, всякие разные кроссворды и так далее. Газет. По-моему, газета на русском языке Клайпеда. Это один из последних выпусков, может быть, даже. Я точно не уверен. По-моему, говорили, что до 9 декабря, мне кажется. То есть это было когда вчера. Может быть, это последний выпуск Клайпеды. Надо уточнить. Обзор на русском есть. Экспресс-неделя, пенсионер, лунный календарь. И все. Раньше тут кофе продавали, не знаю, что продают кофе или не продают. Армения почему-то продается. Sveiki, o dar liko kioskų Klaipėdoje daug? O kiek dar, čia matau, ten stovi, o dar liko jų? Kokie 9. 9 mieste. O kaip uždarinės, neuždarinės? Kol kas ne. O kodėl jie mažėja? O kodėl mažėja tie kioskai? Nu, poreikis matyt mažėja. O ką, žmonės neperka nieko? Kavą pardavinėjat, jo, pavyzdžiui. Šokoladukas, vandenį. Etalonėlis gal nepardavinėjat, ar pardavinėjat? Aišku. O dar norėjau paklausyti dėl rusų kalbą laikraščio Klaipėda. Čia gal paskutinės laikraštis ar ne? Ar dar bus? Bus nauja, nes girdėjau, kad panaikinat. Bus, ja? Gerai. Ну вот, сказали, что еще, я не снимал, чтобы не смущалось сильно, сказала, что еще осталось 9 киосков в городе. Вот, вроде бы еще работают, но не знаю, работа, увидите, в следующем году не будет. Если закрыли все остальные киоски, то почему 9 пощадят? Не знаю, мне кажется, все. Хотя я, в принципе, за то, чтобы киоски остались. Ну, хочется купить газеты, хотя за границей, ну, не за границей, где я видел, в Германии, например, по-моему, у них продаются на этих парковках, не на парковках этих, на бензоколонках продаются газеты, журналы, там даже много их, большой выбор. Так, здесь украшения. Здесь музыки не будет играть. Тоже, видите, обновленный базар. Вот. Украшения, видите, продают. Здесь магазин шляпок всяких разных, ремней, перчаток. Вот, гирлянды всякие есть. Это вот женщина, не заработает уже, не знаю, 20 лет.
Очень такие активные, веселые. Это вот типа русская аптека. Не знаю, давайте поснимаем немножко, посмотрим. Чем здесь торгуют маски, кремы, шампуни. Там, а где сама аптека? Вот там, наверное, около кассы что-то можно купить. Здесь, видите, такие вот. Ну, вот смотрите, например, вот штука. Где она произведена? А, произведена на Венгрии. Вот. Венгрия. Вот так. Мыло, смотрите, можно купить по евро. Вот. Всякие зубные пасты. Ну вот, зубная мята, например, зубная паста. Где она произведена? Беларусь. Белоруссия. Вот. Масло в лепихе. Это сделано где? Не знаю, где сделано. Латвия. Ну так вот. Так, такая вот русская аптека. Латвия, Венгрия, Беларусь. Есть украинские товары, какие хочешь есть. Так, ладно. Что-то еще снова красиво, видите, все разложено, все блестит. А вот красивенький фруктик. Вот такой современный базарчик, все красиво. А вот яблоки сока стоят 2 евро килограмм. Смотрите, цены все одинаковые. Семечек, не знаю, кто столько семечек может скушать. А для людей интересно, не для людей. Апельсины 3,50. Вот, орехи есть. Картошка, вот видите. Ну, в районе евро. Есть по 60 центов, евро 20, евро. Морковка, евро 50. Лук тоже евро 50. Так. Яблоки снова 2 евро. Маринаты есть. Сколько они стоят? Непонятно. Ладно. Снова. Так, рыбки. Здесь, по-моему, можно купить товары для рыб. Сейчас не видел, но раньше видел, здесь продавали. Наверное, сейчас есть. Снова картошка. Лук евро 50. Так. Капуста. Капуста евро. Евро, килограмм, евро килограмм. Так, здесь кафе можно. И попить, наверное, видите, столики есть. И тортиков покушать. Сколько булочки стоят. Булочки стоят. Ну вот, 80 центов, евро 20, евро 20. Булочку можно купить на базаре. Здесь тоже всякие разные. Шампунчики всякие разные. Так, что здесь? Это вино всякое, гурманы. Вот, это, наверное, парень, который продавал пластинками, торговал. Тоже, видите, торгует, только уже помещение. Не знаю, тот же самый или не тот же самый. Нет, другой. Другой, лотерейные билеты. Двери продаются. Здесь закрыто. Так, и можно подняться еще на 2-й этаж. Его яйца. По-моему, где-то, не знаю, где в России или в Америке яиц не было. Вот, литовские яйца. Яйца большие такие, крупные. Но я видел вообще гигантские яйца, еще больше этих. Яйца стоят 3,20 и 30. Так, папайя ведь есть 70-50 килограмм. Так, ананасы 6 евро за штуку. Так, сейчас, короче, появились яйца еще больше, огромные яйца такие. Там бывает по 2 желтка. Ну вот, ну не знаю, как бы прикольно, но не всегда нужно столько много яиц. Лучше, мне кажется, такие какие-то средненькие. Так, здесь что, всякие венки. Дальше всякие чаи. Ну вот. Эта часть, 2-й этаж, осталась такая типа старой. Вот. Здесь вот эти шакотицы продаются, печенье всякие разные. Мне сейчас нам прислали подарок шакотис из Польши. То есть, оказывается, в Польше тоже делают шакотисы. Там у них свое название есть. Я забыл название его. Я напишу потом, как в Польше называют шакотисы. Короче, у них тоже в Польше есть шакотисы. Вот. Удивился я. То есть нам поляки прислали, угостили. То есть у нас такие друзья есть из Польши. Вот.
Вот так вот. Так что, оказывается, эти шакотисы, мы них спрашивали, ну, то есть они даже не знали, что это литовские. Они сказали, что купили его на... Там такой городок какой-то есть, на границе с Польшей, Белоруссией и Литвой. То есть вот в Беларуси тоже делают шакотисы, оказывается. У меня сейчас есть зрители, белорусы. Напишите, вы вот делаете такие пироги, у вас продаются или нет? Сейчас покажу вам, что такое шакотис. Еще в клабе называют его банкухен. Это такое типа немецкое название. Не знаю, буду заходить, не заходить. Ай, зайду я. Покажу, что такое шакотис, банкухен. Ну вот, и вы скажете, есть ли у вас такие пироги или нет. Ну вот, это вот традиционный литовский пирог. Кто в Литву едет, обычно его в подарок привозят. Вот, и такие похожие есть и тоже и в Польше. Только они там какие-то круглые бывают. У нас, видите, такие в форме елочки, а там у них такие ровные. А даже бывает и даже без этих рогов. Ну, в принципе, похоже. Есть такие желтые бывают, белые бывают. Еще вот есть популярный пирог, называется скрузделинос. Где он есть? Здесь нет скрузделиноса. Ладно, не буду здесь смущать. Короче, белорусы, напишите, есть ли у вас шакотисы, такие пироги. И у меня в городе поляки тоже появились. Я в Польшу ездил, поснимал. Поляки тоже появились у меня зрители, которые говорят на русском или понимают русский язык. Тоже напишите, есть ли... Ну, есть, я уже знаю, что они есть. Просто напишите, насколько они популярны. Я пока что не всем понял. То есть многие, все ли поляки знают, что такой пирог вообще существует. Вот, интересно. Покажу вот этот базар сверху. Ну, нормально выглядит, культурно, все. Второй этаж остался такой старенький. А первый этаж вот обновили красиво. Так, ну, в принципе, наснимал я уже, наверное, больше, чем на полчаса. Давайте уже выхожу я. Заберу свою елочку и дома ее наряжу. Так, идемте. Это, вот, видите, парень, это владелец вот этих лавок фруктовых. Мед, сколько мед стоит. Пу-пу-пу. Kiek medus kainuoja? Pusę litro. 5 litrų. То есть 5 евро. 5 евро. 5 евро за пол-литра. Так. Давайте уже возвращаемся. И забирать будем свою елочку. Еще покажу, что здесь торгует по пути. Вот такой-то киоск интересный. Здесь торгует. Чем-нибудь хлебом торгует. Хлеб и такие разные похожие товары. Грибочки, эти вот кучукосы. Тоже напишите, вот из России здесь, из Беларуси, из Польши, из других стран. Есть ли у вас вот такие такие штуки? Где называется их кучукой. Вот, мне интересно, насколько это уникальное литовское блюдо. Или в других странах тоже что-то похожее есть. В Англии я жил, в Англии такого я не видел. Вот, в Англии такого нету. Ну и там есть разные пироги мясные, прикольные есть. Ну, фиш энд чипс мне, в принципе, нравится. Завтраки британские мне нравятся. Остальная еда. Ну, вот пироги нравятся, мне завтраки нравятся. Фиш энд чипсы, да, прикольно съесть. Остальное так. Вот. Девушки интересные. Двойняшки одинаково одеты, взрослые. Так, там, по-моему, раньше было кафе, мне кажется, внизу. Сейчас, по-моему, кафе нету. Продают всякие семена и разные товары для сада. А может, тут было кафе? Сейчас написано, что это, ну, пивная. А там магазин какой-то есть. Ладно. Все, в принципе, наснимал. Надеюсь, было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока. Сделал небольшую вставку. Нахожусь сейчас в Синукой, на улице Лепо. И посмотрим, какие здесь цены на елочки. Такие вот есть кадагесы небольшие по 6 евро. Елочки небольшие вот есть 17 евро. Это, наверное, кенисы 32 евро 1 метр. Так, дальше венки есть. Вот такие вот цены. Дальше, что здесь? Скидки 50%.
Снова, наверное, кеннисы. 120-140 сантиметров. 39 евро. Вот. Что-то еще есть, посмотрим. 20 евро елочки. Кеннис. 125-150 сантиметров. Так. И цены тоже неплохие. Все ногосы тоже, в принципе, можно брать. Я это видео делаю еще до того, как я купил елку. Так. Вот цены. 33 евро. Это написано 51. 99. Здесь 1,75 м, 2 метра. Вот такие тоже симпатичные. Так. 24 евро. Вот. Правда, не понимаю, здесь написано 24 евро, а это с карточкой, а это без карточки. То есть, видите, цена очень сильно отличается. Со скидки или без скидки покупаете. Так, снова 30 евро. 2,50. Вот такие вот выбор в Синукасе. Так что, видите, тоже испакуют их. И можно прикупить 38 евро. Вот такая вот величина. Все. Пока что все. Это видео я сделал заранее. Еще елку не купил.